На всем святом месте совершим краткую молитву. Я уже имел возможность при одном из моих посещений рассказывать о том, с каким значительным для меня событием связано это место, когда во времена безбожия и лихолетия я, сопровождая преснопамятного владыку митрополита Никодима Ленинградского и Новгородского, прибыл сюда, на этот остров, и вот, выйдя из теплохода, где в основном были светские туристы, музыка, веселье, все готовились там к пикникам и все. А владыка тогда мне сказал, мы должны будем немножко подождать в каюте, пока вся эта публика уйдет, а потом пойдем и постараемся найти место, где бы мы могли совершить литургию. Вот эти слова оказались какими-то такими совсем нереалистичными. Хорошо помню, как под дождем мы дошли до этого места, причем еще до того спросили, а где здесь монастырское кладбище, нам кто-то указал. Вот храм был открыт, внутри, конечно, поруган, никакого благолепия, ни иконостаса, ничего не было, крыша была над головой. Вот, а у меня была заготовлена такая дощечка, и вместе с еще одним иподьяконом, отцом Климентом Толстихиным, который, к сожалению, уже давно умер, мы сопровождали владыку Никодима, и вот здесь, держа эту дощечку, как престол, и совершена на этой дощечке была первая Евхаристия после закрытия обители. Вообще первая Евхаристия. Поэтому с этим местом связаны совершенно особые воспоминания. Владыка служил в подряснике, амафор, и петрохиль, и поручи, а мы стояли просто в штатских одеждах. И вдруг услышали шум. Значит, приближалась к этому месту группа туристов. А литургию еще не закончили. И так мы стали с отцом будущим Климентом проявлять признаки беспокойства. Владыка сказал: нет, закончим. Вот закончили литургию, потребили святые дары, все сложили. Владыка снял амафор, и в это время вошла группа туристов. Вот такое особое место. Это была первая божественная литургия после закрытия монастыря. Поэтому хорошо было бы где-то в истории монастыря это непременно отметить. Попозже я, может, скажу точно, какой это был год, но если я уже был в сане, значит, это после 69-го года, скорее всего, это был 70-й год. Вот такое с духовной точки зрения историческое событие. Ну и после этого как-то особо сердце мое расположилось к сей обители, и приходилось уже неоднократно приезжать в разные эпохи, но обычно это совпадало еще с советским временем, и всегда сопровождалось посещением этого места, но и молитвами перед закрытыми дверями собора, но и многими другими обстоятельствами. Может быть, тоже рассказывал, но сейчас еще, может быть, раз напомню, что в то время в главной усадьбе собора располагался, его называли санаторием, но по-настоящему это был не санаторий, а место, где скрывали от человеческих глаз изуродованных войной инвалидов. Таких инвалидов я никогда не видел. Это люди были без рук, без ног. Жили они, конечно, в тяжелых условиях, были такими людьми озлобленными. Вот. И тоже вспоминаю, когда подошли мы с владыкой митрополитом к главному храму, уже к усадьбе главной, основной, то он мне говорит: знаешь, что надо нам в храм войти. А на храме висел большой замок. Ну, пойди, говорит, поспрашивай. Я пошел поспрашивать, и тут же наткнулся на какого-то дядечку, который говорит: а похоже, что ты поп. Я говорю: а почему попов? Ну, борода у тебя. Я говорю: что с бородой, что здесь я один? Да нет, говорит, тут приходят такие, мы их тут сразу вычисляем. Так что тебе надо? Я говорю: ключи, чтобы-то. Нету ключей. Ну, вот так.
И мы тогда помолились у закрытых врат, так через створочку посмотрели, но мало что могли увидеть. Вот такие воспоминания связаны с первыми посещениями Валаамской земли святой. И можете представить, с каким сейчас чувством я вступаю на эту землю, видя благочестие народа нашего, и все изменившееся просто каким-то чудесным образом. Восстановленные святыни, множество монашествующих. И вот дай Бог, чтобы, имея эту историческую передышку, а в каком-то смысле всегда нужно понимать, что мы в период от одних трудностей к, возможно, другим трудностям через время, которое Господь дает нам и для покаяния, и для молитвы. Потому что знаем, что история человеческая завершится пришествием сил зла. Так вот, пока эти силы зла не пришли, мы должны сделать все для того, чтобы это событие не произошло в какой-то исторической ближайшей перспективе. Зависит это, в первую очередь, конечно, от благочестия, от веры народа. Потому что абсолютное зло может завоевать абсолютно все человеческие души тогда, когда эти души будут предрасположены к восприятию зла. И удерживающим, как говорит об этом апостол, конечно, в первую очередь является Церковь Божия. А мы с вами ответственны за церковную жизнь. Поэтому нужно делать все для того, чтобы вера укреплялась в умах и сердцах нашего народа, чтобы возрастала потребность в аскетической духовной жизни, чтобы сменялись поколения монашествующих, чтобы не оскудевал и этот святой остров присутствием подлинного благочестия и аскетизма. Хотел бы пожелать вам, ваше Преосвященство, в вашем лице всей братья, вот именно так настраивать себя на укрепление монашеского общежития, на возрастание в благочестии, в мудрости, в любви и в чистоте. Храни вас всех Господь. О блаженном успении вечный покой подашь, Господи, усопшим рабом Твоим, всем зеленами поминаемым, и сотворим вечную память. Вечная память, вечная память.